Окей, понятно, как все началось. Сперва не было ни хрена, вообще ни хрена, кроме тьмы и пустоты. И тьма была только рада. Потом Господь сказал: «Включите свет!» И лапа кончилась. Началось с фигни. Планетка тут, солнце там. Сечешь? А потом пошли люди, коровы всякая херотень по всему миру. Короче, обломали тьму. С тех пор и до нашего времени тьма кое-как перебивается в этом мире. Живет в носителях в одном за раз. Чуваки-то думают, что они хозяева тьмы, но у тьмы нет хозяев. Есть только рабы. Короче, очередь дошла до Джеки Эстакадо. Тот еще тип. Семьи нет, надежды нет, будущего нет. И сложилось у него все соответственно. Он работал на семью Франкетти, людей убивал. Светлых полос в жизни Джеки было и так немного. А потом ему исполнился 21 год, и наступила полная темнотища. Вообще-то, конечно, Джеки не возражал против супер-пупер-способностей, тем более с его-то бизнесом. Если бы не демон, который в него вселился, он был бы рад. Понимаешь, тьма не просто делала Джеки сильнее, она делала его богом, но только пока выключен свет. Началась война. Мафия против Джеки. Расклад был такой. Вся нью-йоркская мафия против Джеки и тьмы. Но, как бы хреново не жилось Джеки, был у него лучик света. Ее звали Дженни. Так вот, они же с детства дружили. Любого спроси, тебе все скажут, они были просто созданы друг для друга. Так что вышла из этой истории настоящая трагедия. Мафия, она Джеки так просто отпускать не собиралась. Они решили, проще убить Джеки, если отнять у него самое важное. Ничего тупее убийства Дженни эти ублюдки сделать не могли. Джеки, конечно, лишился смысла жизни, но теперь ему было вообще нечего терять. А тьма... Джеки держал ее в заперти несколько лет. Но тут такое дело, как ни старайся, никому не остановить ночь. Если он не сможет управлять этой штукой, которая в нем сидит, очень скоро не останется ничего. Джеки станет просто пустышкой. И тьма будет только рада. Незадолго до смерти отец сказал мне: «Джеки, от судьбы не уйти, но попытаться ты обязан». Тогда я не понимал, о чем он. Нечто внутри меня, нечто ужасное, стремилось наружу. Оно вырвалось и заставило меня смотреть, как моей любимой вышибают мозги прямо передо мной. Потом тьма дала мне силу отомстить. Такое можно увидеть только в кошмарах. Убийства делали тьму сильнее, злее. С той самой секунды она рвется из меня. Она называет себя тьмой. Джеки, рад тебя видеть. Заходи. Привет, Винни. Ну как семья? Какая? Эй, Джеки, глянь-ка на сиськи той брюнетки справа. Это слева, дебил. Джеки, смотри, тут портрет твоего отца. Хороший он был человек. Честный. Ну ладно, не время грустить. Идем, босс. Твой стол уже накрыт. Близняшки уже ждут. Ужасно. Эй, Энрико, я взял билеты на игру, я оплачу. Ну, удачи. Эй, как жизнь? О, мистер Гальвани, рад встрече. И, конечно, мы бесплатно. О, Билли, как дела? Неплохо. Официант, заверни мне с собой. Конечно, мистер Свифт. Живей! Мне пора бежать, О, давай! извиняюсь, Гастон. Прошу, босс. Бон аппетит.
Привет, Джеки. Помнишь нас, клуб «Конфетка»? Ну, вспомнил? Ну, конечно. Поверьте, я бы с радостью, девушки. О, черт! Джеки, на пол!